Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Я сегодня буду готовиться к Пасхе, буду шить небольшую такую сумочку, корзиночку, потому что, дело к Пасхе, я решила, что, пора. У меня есть, я почти каждый год шью, но дело в том, что я их потом дарю. У меня много знакомых, сестры, и все хотят какую-нибудь интересную сумочку, чтобы в церковь на Пасху идти, нести кулич и яйца в красивой сумочке, в интересной, именно в пасхальной, ну или в какой-то интересной, такая, которая подходит. Вырезала кружочки. Я, если честно, даже не мерила диаметр этих кругов, потому что я просто крышечку какую-то обвела, и все. Вот, и теперь делаю насечки по краям, строчку не прорезаю, естественно. У меня здесь где-то 5-7 миллиметров между этими насечками. Я хочу их потом распушить, эти вот, разлохматить. Для того, чтобы они получше разлохматились, вот эти вот края, я их укладываю в мешок для стирки. Лучше всего все это лохматится в мокром виде, но еще постирать. Но чтобы машинка не засорялась, я использую вот этот мешок. Можно в наволочку закинуть. Пока стирается у меня, я достала, вот у меня такая, я не знаю, как называется ткань, но что-то типа искусственного крепдышина, наверное. Полоски я вам размеры показала, но они не все у меня одинаковые были. Какие-то 25 сантиметров в длину, 8 в ширину, какие-то, вот как я показала, 8-9. Просто делаю строчку, соединяю края этой полоски. И радуюсь, что у меня машинка шьет и толстая, и тонкая. Вот если честно. Хотя у меня под конец, видите, вот нитка порвалась. Что-то я не так сделала. Срезаю припуск, чтобы он у меня потоньше был. Вот здесь у меня, где ниточка осталась, я прямо эту ниточку буду использовать для того, чтобы вывернуть полоску. У меня есть отдельное видео, лайфхак, как вывернуть узкую деталь. Ну вот можно использовать вот такой способ. Я беру иголку потолще, обычно, если узкая и длинная, иголку-цыганку, за краешек поддеваю и туда вот просовываю, и таким образом выворачиваю. Я решила края закрыть, потому что сыпучая ткань, чтобы вот эти нитки в результате у меня все-таки не вытаскивались. И один край, и другой зашиваю после этого также. И здесь я на машинке зашила, но вообще-то я на руках в основном зашивала. И теперь вот я буду сборочку делать этой детали, сосбориваю ее. Я буду делать, это называется такая штука йо-йо. Я не знаю, почему она так называется, с и краткое О, дефис и краткое О. Кто это назвал? Наверняка это не русское название, но у нас оно прижилось. И как по-другому, я не знаю, как это назвать штуку. Цветочек такой, но когда говоришь йо-йо, то все рукодельницы, кто вот занимается и в теме, они все понимают, о чем речь. Поэтому и я не буду лишний раз придумывать свои названия. Вот такая получилась штучка. Все краешки закрыты, все швы закрыты. Тем временем у меня постирались мои джинсовые детали. Видите, уже они немножечко растрепались. Я предпочитаю трепать вот так вот расческой, щеткой. Для того, мне это удобно, и зачем мне искать что-то новое, если и так хорошо получается. Видите, с одного, буквально с 2 цветочков уже сколько ниток высыпается. Я стараюсь так распушить все это дело и положила сушить пока, а сама тем временем работаю с новыми заготовками. Вот смотрите, вот эта клетчатая ткань, я ее укрепила вот такой вот сеткой, называется серпянка, продается в строительном магазине, она для оштукатуривания стен. Но я ее прекрасно использую, когда мне надо уплотнить ткань и при этом не сделать ее более толстой, чтобы моя машинка ее нормально брала. На самом деле машинка ее вообще не замечает практически. Вообще нет разницы. Просто ткань шьешь или ткань вот с этой серпянкой. Соединяю 2 детали, полоски для моей будущей вот этой корзиночки, которую я хочу сшить к Пасхе. И прикрепляю булавками вот эти свои джинсовые детали растрепанные, которые уже подсохли.
Если честно, это уже я на следующий день снимаю. Это я не все за один раз делаю. И пристрочу их вот так вот, так же, как они у меня были, вот эти круги на них пристрочены. И закрепляю булавочкой вот это йо-йо и пришиваю вручную. По-другому тут никак не получится. Потайным стежком пришиваю аккуратненько все, которые у меня есть. У меня их 6 штук. Еще я бусинку в серединку вставила, чтобы эти цветочки, смотрите, ну какие прямо зефирки получаются. Соединяю между собой, чтобы у меня эта моя деталь получилась уже, ну, как бы ближе к делу. Не разравниваются. Видите, утюгом здесь не прогладишь, потому что серпянка это она поплавится. Вот. У меня получается после соединения от шва до шва расстояние 39 сантиметров. Мне надо сделать дно для моей корзинки. И я высчитываю, есть формула, что длина окружности равна 2πr. У меня длина моей окружности 78 сантиметров. Ну и таким образом я вычисляю радиус круга, который у меня на дне будет. Дно я буду делать из джинсовой ткани. Ну и не надо не забывать, что радиус-то радиусом, но надо еще сделать припуски на круглые детали, для того, чтобы у нас все сошлось. Раскраиваю и закрепляю, начинаю соединять свои детали. Куда-то я потеряла свои прищепки, не могу найти. Прищепками гораздо удобнее это делать, но я решила, что не буду я терять время искать прищепки, когда-нибудь они сами откуда-нибудь выплывут, когда их не ищешь. И соединила иголочками, французскими булавками. На самом деле я потом вообще подрезала этот шов, то, что я сделала на отсечке. Я просто его сделала покороче, там оставила припуск 2-3, ну не 2-3, а, наверное, 3-4 миллиметра. Потому что уж очень у меня припуски большие получились. Делаю ручки для своей корзиночки из тонкой джинсовой ткани. Не из жесткой я решила делать, чтобы у меня нормально машинка прошивала, а из вот тоненькой. После того, как моя корзинка готова, ручки я, кстати, могла пришить еще не сшивая деталь, но я забыла. Но их несложно, они с краешку пришивались, поэтому я их пришила уже тогда, когда моя корзинка практически готова была. Соединяю подкладку и лицевую часть. Соединяю между собой швы сначала, а после того, как швы соединила, уже по окружности. Соединяю все тоже булавочками, прикалываю, скалываю и прошиваю. У меня в подкладке было оставлено отверстие для того, чтобы потом можно было легко вывернуть. Не забывайте об этом. Короче, осталось зашить отверстие и прострочить по верхнему шву, чтобы закрепить подкладку, чтобы она не высовывалась. И вот, вуаля, у меня моя готова корзиночка. Девочки, ну мне очень нравятся вот эти зефирки такие, эти йо-йошки. Классно получилось. Такая какая-то морская тематика неожиданно возникла. А эти цветочки, как вот эти круги спасательные по моей корзиночке. Не знаю, почему у меня такая пошла мысль, но получилось, по-моему, симпатично. И она невысокая, у нее всего 18 сантиметров в высоту, вот эти бортики у этой корзиночки. Как раз положить кулич и яйца. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. Конечно же, подписывайтесь на мой канал, если вы еще до сих пор не подписаны. Я буду вам очень рада. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.